Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Я думаю, многие со мной знакомы. Меня зовут Александра. В этом видео будем поговорить о посадке луковичных. В данном случае хочу начать с посадки тюльпанов. Вот этот ящик полон луковиц тюльпанчиков. В основном это луковицы ранних и средних тюльпанчиков. У меня тут 10 сортов, и я их получила 2 дня назад, и кое-что уже даже некоторые манипуляции с ними сделала. В общем, каков у меня план действий? Я буду делать посадку тюльпанов в горшки, для того, чтобы получить первые ранние тюльпанчики, примерно на недели-две раньше, чем если бы они расцветали у меня в открытом грунте. Поэтому я заказала в основном ранние сорта тюльпанов, но есть некоторые, скажем так, которые используют для выгонки. Это тюльпаны Триумф, но при условии, что они будут последний срок своей вегетации пребывать в теплице, они, конечно, расцветут несколько ранее. Хочу сказать, что луковицы я заказала большие, размер в основном 12 плюс или 11-12. Вот сейчас я покажу, как выглядит луковичка. Если вы будете заказывать крупные луковицы, то и цветок будет крупным. Это обязательно надо учитывать при заказе материала посадочного. Конечно, они будут стоить дороже, но зато у вас будет красивый цветок. Как я уже сказала, я заказала достаточно много видов, и среди них есть очень ранние тюльпанчики. Это тюльпанчики обычно из серии Кауфмана и серии Фостера. В этом ящике у меня тюльпанов Кауфмана нет. Будет следующий приход. Я заказала несколько видов тюльпанов Кауфмана. В этом приходе, к сожалению, их нет, потому что у этого поставщика, у которого я заказывала, тюльпанов Кауфмана нет. Хочу сказать, что ранние тюльпанчики в основном это тюльпаны невысокие. К ним относятся тюльпаны группы Кауфмана и группы Фостера. Вот из тюльпанов группы Фостера у меня здесь есть один красивый красный тюльпанчик. Он называется, сейчас я скажу, слишком много наименований, все не упомнишь. Значит, среди тюльпанов Фостера у меня парк Dreamway. Это такой красный тюльпанчик высотой до 40 сантиметров, очень ранний, с крупным бокалом, который я тоже буду высаживать в горшки. Теперь, что касается других ранних тюльпанов. Я заказала не махровые ранние тюльпаны серии Принц. В общем, те, кто давно занимается тюльпанами, знают, что тюльпаны, у которых в названии есть слово принц, это ранние немахровые тюльпанчики самых разных расцветок. Бокал у них примерно 8 сантиметров, высота где-то около 40 сантиметров. То есть они вполне подходят для срезки, но транспортируются, к сожалению, не очень хорошо. Но зато зацветают самыми ранними. Вот из этих тюльпанов серии Принц, ранних немахровых, я заказала 2 вида. Это Candy Prince. Такого немножко лилово-фиолетового цвета. Я фотографии приведу, даже более лавандового, я бы сказала. И еще один это Sunny Prince. Это такой желтый, красивый солнечный тюльпанчик. Теперь, что касается других тюльпанов, которые я заказала для того, чтобы они зацвели как можно раньше. К ним относятся также гибриды Дарвина. Это вот такая группа тюльпанов, которые конкурируют с тюльпанами Триумф. Их всегда можно выращивать для выгонки, для того, чтобы получить ранние
крупные цветы. Вот из тюльпанов гибридов Дарвина я заказала себе тюльпан Ван Эйк. Красивейший тюльпан, такого немножко морковно-красного цвета, с такой легкой поволокой. Фото я приведу. Тюльпаны Дарвина — это очень высокие тюльпаны, высотой 50-60 сантиметров. Ну, конечно, все будет зависеть от того, насколько комфортные условия вы для них создадите. Вот этот Ван Эйк будет присутствовать в моей линейке цветущих тюльпанов следующей весной. Еще, конечно же, я не смогла пройти мимо тюльпанов Триумф, и хотя у меня есть некоторые сорта, но в этот раз я решила заказать еще два сорта. Довольно красивые тюльпаны. Один из них это тюльпан Паиба, это тюльпан белый, белоснежный, с немножко таким вот желтоватым оттенком внизу цветочного бокала. Тюльпан довольно высокий, 50-60 сантиметров. Он будет прекрасно оттенять своим нейтральным цветом другие тюльпанчики. И еще один тюльпан, который принадлежит группе тюльпанов Триумф, это тюльпан Silver Cloud. Это тюльпан тоже такого легкого лавандового цвета с небольшой вставкой желтых таких отблесков, я бы сказала. Фото я вам приведу, я надеюсь, что они вам тоже понравятся. Эти тюльпаны имеют высоту 50-60 сантиметров, очень подходят для срезки. В основном их берут для выгонки, потому что из них получаются красивые букеты цветов с длинными ножками. Ну и, конечно, я не могла пройти мимо махровых ранних тюльпанов. И заказала себе тоже несколько видов. Среди них это великолепный сорт, он называется Фокстрот. И есть тюльпан Фокси Фокстрот. Фокстрот это тюльпан розовый, махровый, ранний, а Фокси Фокстрот это желтый такой вот, желто-оранжевый, я бы сказала, ранний тюльпанчик. Хочу сказать, что махровые тюльпаны достаточно дорогие, поэтому сильно много их не закажешь. Ну, потому что луковицы крупные, тюльпаны имеют красивейший вид, из них можно создавать великолепные букеты, поэтому, конечно, они стоят дорого. Ну что ж, о всех я сказала, сейчас я проверю. Да, давайте еще раз повторим. Значит, из тюльпанов Фостера у меня Park Dream Way. Из гибридов Дарвина у меня Ван Эйк. Из немахровых ранних тюльпанов у меня Кэнди Принц и Санни Принц. Из тюльпанов Кауфмана в следующей поставке у меня будет тюльпан Концерта. Очень люблю этот тюльпан. Он у меня уже есть, но маловато. Я заказала еще. Из махровых тюльпанов у меня Фокстрот и Фокси Фокстрот. И из тюльпанов Триумф Silver Cloud и Паиба. Ну, что хочу сказать. Луковицы, как я уже показывала, вот они имеют такую оболочку, да. Вот эту кожицу верхнюю я снимаю для того, чтобы, ну, во-первых, увидеть, насколько чистая луковица, не больна ли она. Делаю я это или с помощью просто рук, если тюльпанчик хорошо отшелушивает свою кожицу, или же, если попадаются мне такие тюльпаны достаточно крепкие, да, с крепкой кожицей, то я делаю это с помощью ножа, но аккуратно, чтобы не повредить луковичку. Луковички все я почистила, потому что, конечно,
надо позаботиться о том, чтобы вы посадочный материал использовали здоровый. Вот я почистила луковички, видите, какие они без всяких следов гнили. И вот у меня уже этот весь ассортимент, это луковицы почищенные, готовые к посадке. Вот сейчас посмотрим. Они все беленькие. Я перечистила примерно здесь около 100 штук, не меньше. И вот так они выглядят. Среди 100 штук у меня попалось только 3 луковицы плохого качества. Одна совсем усохшая, очевидно, ее обрабатывали фунгицидами и грибок задавили. Ну, потому что вот такие вот тюльпанчики в посадочном материале, они очень часто заражаются именно грибковыми заболеваниями. Еще у производителя или в процессе хранения, потому что вот эта луковичка, она наполнена сахарами. Это все вот сахара, которые будут кормить потом растения на выгонку цветка. И, конечно, грибки их очень любят, поэтому их обрабатывают серьезно фунгицидами после того, как соберут урожай, и затем подсушивают и отправляют на хранение. Так вот, у меня из 100 тюльпанчиков примерно 3 луковички попались бракованные. 2 из них были с плесенью. Плесень я вырезала и обработала Максимом. А одна практически совсем усохла. Сейчас, кстати, покажу. Я ее сохранила. Она такая вот, уже жизни в ней нет. Вот так она выглядит. Сухая. Здесь вот поврежденная. То есть в ней живут грибы. Микрогрибы. Кстати, после работы с такими луковицами руки надо обязательно обеззараживать. Ну вот мой посадочный материал. Сейчас я буду их высаживать в горшки. Горшки наполню торфом с небольшим добавлением компоста, для того, чтобы почва была более урожайной. Хочу сказать, что получила я тюльпанчики вот в таких вот проветриваемых перфорированных пакетах. Каждый пакет содержал 2 луковички, для того, чтобы они дышали. Ну, теперь поговорим немножко о посадке. Посадку тюльпанов обычно делают на глубину 2-3 луковиц, потому что тюльпан – такое хитрое растение. Его детки в процессе роста цепляются поверх мамочки луковицы, и поэтому вот это расстояние, которое вы отмечаете от окончания луковички при посадке и до поверхности почвы, вот это расстояние остается для того, чтобы нарастали детки. Ну, я так глубоко высаживать не буду, потому что детки мне особо из этих тюльпанов как бы не нужны. Я буду их выращивать для того, чтобы получить красивые цветы в горшках, и для размножения я их использовать в дальнейшем не буду. Ну что ж, приступим к посадке. У меня тут торф с компостом и еще агроперлит. Я сделаю смесь и буду высаживать тюльпаны в горшки. Кстати, хочу показать, вот как выглядит пораженная луковичка. Вот видите? Это вот следы грибкового заболевания. Это все нужно почистить и потом обработать фунгицидом. Иначе она просто сгниет у вас уже или в горшке, или в почве. Ну и перед посадкой вот эта часть луковички должна обязательно быть чистенькой. Если вы не хотите чистить весь тюльпан, то хотя бы вот тут нужно почистить кожицу, для того, чтобы он быстрее пророс. Ну что ж, сейчас я сделаю смесь, возьму горшки и будем работать с посадкой. Я приготовила горшки объемом 1 литр. Эти горшки буду использовать для посадки тюльпанов. И сейчас начну посадку 2 видов тюльпанов, ранних немахровых. Это будет тюльпанчик Sunny Prince и тюльпанчик Candy Prince. Они прекрасно между собой гармонируют. Буду высаживать луковички. Это у меня Candy Prince и тюльпанчик Sunny Prince. Будет у меня 3 луковички в этом горшке.
одна из них желтенькая Sunny Prince и две луковички тюльпанчика Candy Prince. Глубина где-то посадки 10 сантиметров и еще сверху почва. Все вот в таком виде тюльпаны отправятся на зимовочку. Вот так вот выглядит мой горшок. Сейчас я полью укоренителем радифармом и отправлю их на улицу и отправлю их в холодное место. Ну, в данном случае это уже будет улица, для того, чтобы они проходили стратификацию. Еще один горшочек. Тоже два тюльпанчика Candy Prince и один тюльпанчик Sunny Prince. Уже тюльпанчики проклюнулись. Это хорошо. Чудесное будет превращение красивых тюльпанов в букеты. Вот так выглядит горшок. Также можно использовать с такими тюльпанами для посадки и крокусы или мускари. Ну, в этом случае посадка будет в виде так называемой лазаньи. То есть вот мы высаживаем 3 луковички тюльпана и между ними можем сначала их закрываем. Здесь назначаем места и между ними можем посадить еще 3 луковички крокуса или мускари. В данном случае у меня будет крокус. Крокус крупноцветковый, называется Ruby Giant. Здесь у меня по 3 луковички. Сейчас я их высажу в этот же горшочек. У него, видите, уже 2 ростка. 1, 2 и 3. Так, и, конечно, нужно укрыть сверху почвой, что я и сделаю. Все, этот горшок у меня готов. Так выглядят посадки тюльпанов, ранних тюльпанов. Следующий этап — это выдержка при 9 градусах Цельсия, для того, чтобы тюльпановые луковички проросли. И далее я их помещу в почву до весны. А потом, как только зима закончится, перенесу в тепличку, чтобы они уже начинали рост и цветение.